Всем привет, с вами Елена и это канал Вот бы мне. Друзья, сегодня пятница, а это значит, что настало время в очередной раз поделиться информацией и статистикой по количеству назначенных и проведенных собеседований для победителей лотереи Green Card DV 2022. Откуда берутся данные и как разобраться в таблице, я рассказывала в этом видео. Если что-то будет непонятно, обязательно ознакомьтесь с ним, там есть ответы на все вопросы. А сейчас давайте посмотрим на цифры. Итак, общее количество кейсов увеличилось менее чем на 200, а это значит, что новых приглашений за эту неделю было очень мало. И это несмотря на то, что новый визовый бюллетень, о котором я рассказывала в прошлом видео, показал просто какие-то фантастические цифры. А вот собеседований провели более 300, выдав тем самым около 600 виз, что, конечно, неплохо, но до нормального темпа еще очень далеко. Кстати, в наших других видео на тему собеседований, таблиц и статусов я говорила о том, что в колонку Refused кейс может попасть временно, когда интервью уже пройдено, но виза еще не получена. Не знаю, почему так происходит, ведь решения о выдаче или отказе визы принимаются обычно сразу, если речь не заходит про административную проверку. Но и все это к тому, что сейчас в таблице мы можем наблюдать большое количество кейсов и виз в колонке Refused, и можно подумать, что отказов настолько много. Они, конечно, есть, но не прям так много. Данные в этом столбике меняются, и со временем их будет становиться не намного больше, некоторые кейсы будут перемещаться в Issued. Итак, вот таблица с количеством кейсов и заявителей из стран, которыми интересуются наши подписчики. Если вашей страны в списке не оказалось, оставьте комментарий, и в новых видео мы добавим статистику и вашу страну. И, кстати, напоминаю, Россия и Беларусь проходят собеседование в Польше, а потому отдельной статистики по этим странам нет. Информация по ним находится в статистике по Польше, Варшава. Точно такая же ситуация с Таджикистаном, чьи интервью проходят в Казахстане, и с Азербайджаном, чьи собеседования проходят в Грузии. Так что смотрите эти страны и будете примерно понимать, как двигаются дела по вашим кейсам. Друзья, если вам уже назначили собеседование или при проверке статуса кейса вы увидели, что ваш кейс уже находится в транзите, обязательно поделитесь информацией в комментариях. Пишите примерный номер кейса, страну, дату отправки DS-260, дату назначенного интервью и любую другую информацию, которая может быть полезна другим победителям. Ну а на сегодня все. Не забудьте подписаться на канал, подключить уведомления, поставить лайк и увидимся уже совсем скоро.